В разные эпохи человечество страшилось разных болезней. Про ковид, думаю, напоминать не надо. В 80-е была паника, вполне обоснованная, надо сказать, по поводу СПИДа. А в первой половине 20 века источником страхов был полиомиелит – болезнь, превращавшая детей в калек. Победить ее удалось благодаря соперничеству двух конкурирующих вакцин. В ходе этого соперничества не последнюю роль сыграл СССР. Сегодня мы поговорим о вакцине, изменившей мир, о борьбе с полиомиелитом и о том, какую роль в этой борьбе сыграла наша страна. Только перед тем, как начнем, напомню. По ссылке в описании есть инструкция о том, как бесплатно обходить российские блокировки. Мы там ее актуализируем регулярно, недавно добавили новый способ. А спонсирует это компания MaxSwap. Она выпускает виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться как обычными деньгами за границей. Для начала стоит сказать, что полиомиелит – вирусное заболевание, которое может поражать нервную систему больного и вызывать параличи разных групп мышц, чаще всего ножных. В тяжелых случаях болезнь смертельна. Какого-то специфического лечения не существует, и считается, что болезнь эта сопровождает человечество уже не одно тысячелетие. Но раньше полиомиелит не представлял для человечества проблемы. Более того, его фактически не замечали. Все дело в особенностях распространения болезни. Ведь вероятность тяжелых последствий напрямую зависит от того, в каком возрасте человек переболел полиомиелитом. Если в младенчестве, есть шанс болезнь вообще не заметить. Ее можно перенести без внешних проявлений. Просто температура несколько дней, и все. Это мало чем отличается от обычной простуды. А вот если заболеть позже, в более старшем возрасте, то тогда проблемы могут быть очень большие. Вирус при этом распространяется по желудочно-кишечному тракту и выделяется с фекалиями. Заражение почти всегда происходило через контакт с загрязненной ими водой. И учитывая, как обстояли дела с гигиеной и водоснабжением на протяжении почти всей истории человечества, можно сказать, что полиомиелитом болели плюс-минус все младенцы, и в основном без последствий, кроме пожизненного иммунитета. Исключениями, как, например, в Древнем Египте, становились дети знатных вельмож или дети фараонов, которые, возможно, далеко не сразу встречались с загрязненной водой. Или еще дети могли неудачно переболеть в раннем возрасте. Только в 19 веке врачи стали выделять детский паралич, наступивший после лихорадки, в отдельное заболевание. Они разобрались в других симптомах болезни, определили, что она инфекционная и, по-видимому, вызывается вирусом. А также установили, что во многих случаях болезнь протекает без особых проявлений, но заразившийся остается источником инфекции. Все это было важно с точки зрения науки, но беспокойство у родителей болезнь тогда не вызывала. Но в 20 веке начались эпидемии полиомиелита. Например, в Нью-Йорке в 1916 году заболели больше 9 тысяч человек, из которых около 2000 погибли. 83% умерших – дети до 5 лет. Еще тысячи стали калеками. В Европе эпидемия полиомиелита случилась еще раньше, в Швеции в 1904. Можно сказать, что эпидемия полиомиелита – это следствие внедрения стандартных норм санитарии и гигиены. Младенцы, легко переносящие полиомиелит, меньше контактировали с грязной водой, а значит, заражение переносилось на более рискованный возраст, когда болезнь переносится намного тяжелее. В 1952 году в США было зафиксировано аж более 57 тысяч заболевших. Для 21 тысячи болезнь закончилась параличом, и более 3 тысяч погибли. И главное, подавляющее большинство заболевших – дети. Вспышки эпидемии повторялись каждый год в разных регионах. Миллионы родителей жили в постоянном страхе, что их дети не в этом, так в следующем году могут стать калеками или умереть. Как и в случае многих других болезней, распространяющихся через желудочно-кишечный тракт, вспышки полиомиелита начинались летом. В Америке даже появился свой термин – полиосизон. Так было принято называть это заболевание в обиходе – полио. Лето – время школьных каникул, когда дети часто бывали вне дома. И многие родители просто запрещали детям куда-либо отлучаться, посещать парки и общественные бассейны, пить из уличных фонтанчиков с питьевой водой. Тем более путь распространения полиомиелита тогда не был установлен. Боялись буквально всего. Именно страх перед полиомиелитом способствовал в США распространению крайне токсичного ядохимиката ДДТ. По одной из теорий, в разносе полиомиелита подозревали мух, а потому с ними вели отчаянную борьбу.
Если у ребенка отнимались конечности, это означало, что, скорее всего, последствия останутся на всю жизнь. На ноги накладывали специальные поддерживающие устройства в надежде, что со временем подвижность восстановится, дети передвигались на костылях. В особо тяжелых случаях, когда происходил паралич диафрагмы, больных помещали в так называемое железное легкое. Тело заключалось в металлическую барокамеру, меняя режим давления в ней, можно было нагнетать воздух в легкие. Во время эпидемии в железных легких оказывались десятки человек, обычно там лежали несколько недель, пока дыхательные функции не восстанавливались, но для некоторых это был пожизненный приговор. Например, Пол Александр, переболевший полиомиелитом в возрасте 6 лет, прожил в железном легком более 70 лет. Он дистанционно закончил колледж, получил диплом юриста, вел свою практику, писал книги и даже успел стать популярным персонажем ТикТока под названием Полио Пол. Он научился особой технике дыхания и благодаря этому мог на короткое время покидать железное легкое. Умер он в 2024 году, не пережив новую эпидемическую болезнь – ковид. Сейчас в США в железной барокамере продолжает жить Марта Лиллард. Она оказалась привязана к устройству аж в 1953 в возрасте 5 лет. Это последний человек на планете, нуждающийся в таком аппарате для постоянного поддержания дыхания. Поиском средства активно занимались ведущие исследовательские центры мира, прежде всего в Штатах. Путь решения вопроса был очевидным. Раз после перенесенной болезни образуется устойчивый иммунитет, значит, возможно создание вакцины. Финансировал разработку Национальный фонд по борьбе с детским параличом. Он был учрежден в 1938 году президентом Франклином Делано Рузвельтом, который сам страдал параличом. В возрасте 39 лет Рузвельта постигла загадочная тяжелая болезнь после падения с яхты в ледяную воду у канадского острова Кампабелла. Результатом стал паралич обеих ног. Врачи тогда посчитали, что Рузвельт перенес полиомиелит в необычно взрослом возрасте. Сейчас с этим диагнозом согласны далеко не все, но так или иначе сам Рузвельт считал, что ноги у него отнялись от полиомиелита и был готов поддерживать создание вакцины. Его фонд получил неофициальное название March of Dimes – Марш десятицентников. Он стал народным фондом, куда готовы были пожертвовать последнюю мелочь даже семьи с минимальным доходом. Ведущим разработчиком программы по созданию вакцины в конце 40-х становится исследователь-вирусолог Джонас Солк. Он был сторонником убитых вакцин, то есть использования не живых культур, а предварительно обезвреженных в растворе формалина вирусов, на которые организм, тем не менее, может давать иммунный ответ. Для середины 20 века это была новая и перспективная технология. Обезвреженные вирусы в теории не могли вызвать побочных эффектов, даже если будут вводиться людям с ослабленным иммунитетом. А значит, такая вакцина должна была быть безопасней, чем разработанная по классическим методам. Лишь в 1952 году Солк после испытаний на лабораторных животных убедился, что создал действительно безопасную вакцину, но ее еще следовало испытать на людях. При этом, учитывая, что вирус поражал преимущественно детей, испытывать эффективность вакцины также следовало на детях. Солк привил созданную им вакцину собственным же детям. Выглядело это ярко, но с точки зрения экспериментального подтверждения эффективности шаг этот был ничтожным. Затем Солк получил возможность испытать свою вакцину на нескольких десятках детей, содержавшихся в интернатах для тяжелых инвалидов и умственно отсталых. Для проведения таких испытаний не требовалось родительского согласия. Ну и власти, опекавшие этих детей, не возражали, чтобы они послужили испытуемыми единицами в этом исследовании. Однако выборка эта была слишком маленькая и слишком специфичная. Для настоящего подтверждения требовался широкий эксперимент на детях. И он был проведен. Используя свои ресурсы агитации, фонд March of Dimes в 1954 году добился согласия, чтобы в нескольких штатах, там, где наиболее часто возникали вспышки полиомиелита, ученики первых 3 классов могли участвовать в экспериментальных испытаниях. Удалось получить даже родительское согласие для испытаний на более чем 1 миллионе школьников. При этом, по уже существовавшим правилам испытания вакцин, часть детей должна была получить плацебо. Это была самая этически неудобная часть эксперимента. Сам Солк признавал, что схема вызовет экстаз у эпидемиолога, но дрожь у гуманитария. Поэтому на эксперимент с плацебо согласились лишь в некоторых округах. В остальных просто вели наблюдение за не получившей вакцину контрольной группой.
Разумеется, эксперимент широко освещался, а участвующих в нем детей называли «polio pioneers». Наконец, в 1955 году по национальному телевидению ученые объявили: вакцина эффективна и безопасна. Полиомиелит побежден. В Америке это вызвало настоящий фурор. Во многих церквях начали звонить в колокола, на фабриках включили гудки, отменялись занятия в школах. Люди выходили на стихийные демонстрации, чтобы отпраздновать триумф науки, которая изобрела волшебную прививку и теперь избавит семьи от страха. Чем-то это напоминало реакцию советских граждан на полет Юрия Гагарина в 1961-м. Кстати, по странному совпадению, о победе над полиомиелитом объявили тоже 12 апреля. Однако Салк не был единственным, кто работал над созданием вакцины. В США были и другие исследователи, решившие пойти традиционной дорогой по выведению безопасных для человека штаммов вируса, которые можно будет в активном виде вводить для выработки иммунитета. Ведущим разработчиком был Альберт Сейбен, работавший в исследовательском центре университетского госпиталя в Цинциннати. К концу 40-х исследования позволили точно установить: вирус попадает в организм через рот, после чего распространяется по желудочно-кишечному тракту. Получается, нет необходимости вводить вакцину инъекционно, достаточно дать ребенку проглотить культуру безопасного вируса, и все. Главное, что вакцинированные таким образом дети передавали бы безопасный вирус дальше, лишили бы дикий вирус полиомиелита базы для репродукции. Возникал бы таким образом коллективный иммунитет, распространялся бы он даже на непривитых детей. Однако прежде следовало вывести стабильную культуру безопасного вируса. Над этим экспериментировал и сам Сейбен, и другие ученые, в частности, Хиллари Капровский, Джон Эндерс и Томас Веллер. Все трое получили Нобелевскую премию за свои работы в 1954 году. Однако, когда они были готовы сообщить об успешных результатах, вакцину Солка уже одобрило Министерство здравоохранения США, которое теперь не видело необходимости проводить новые широкие эксперименты над американскими детьми. Сейбен и остальные ученые отчаянно искали возможность испытать свою живую вакцину. В частности, ее испытали на нескольких сотнях заключенных, вроде бы с обнадеживающим результатом, но выборка была слишком маленькой. Хиллари Капровский получил согласие на испытание своей вакцины в Северной Ирландии в 1956-м. Однако вакцина оказалась нестабильной. Используемые в ней вирусы, как показали наблюдения, частично восстанавливали свою вирулентность. Вакцинированные дети получали защиту сами, но могли заразить настоящим вирусом других. Эксперимент пришлось свернуть. Затем проводилось испытание в Конго, тогда еще бельгийской колонии. Результаты были смешанными. Ситуацию ухудшила катастрофа, произошедшая в 1955 году в США. Это самый известный трагический инцидент в истории вакцинации. В вакцине Солка, выпущенной в Калифорнии, вместо дезактивированных вирусов по невыясненной причине оказался полноценный вирус полиомиелита. Вакцину получили 120 тысяч детей, 40 тысяч из них заболели полиомиелитом, 56 получили различные виды параличей, 5 умерли. Инцидент вызвал огромный скандал, после которого Министерство здравоохранения США вообще не хотело ничего слышать об экспериментах с живыми вирусами. Ученым требовалась широкая экспериментальная база на обширной детской популяции. И такую базу согласился предоставить Советский Союз. Для СССР полиомиелит гораздо дольше не представлял особых проблем. Санитарные и гигиенические стандарты у нас были хуже, чем в США и в Европе, и не обеспечивали надежную защиту от зараженной воды, а значит, дети переносили болезнь бессимптомно в раннем возрасте. Но стоило условиям жизни улучшиться, как вспышки болезни появились и у нас. С начала 50-х, сперва в странах Балтии, а затем и в других республиках СССР. У нас к тому времени уже существовала своя крепкая школа вирусологии. Одним из ее достижений стало оперативное создание вакцины от дальневосточного клещевого энцефалита в конце 30-х. Участниками этих работ тогда были молодые специалисты, среди них Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. Они-то и поедут в США, когда в 1955 году Союз официально обратится за помощью к Штатам с просьбой прислать научную миссию для обмена данными. Да, страны находятся в состоянии холодной войны, но отношения между ними тогда были получше, чем в последние годы правления Сталина. К тому же в США решили, что помощь в спасении жизней, особенно детей, важнее идеологических разногласий.
Советские делегации оказывают максимально дружелюбный прием, знакомят с учеными, показывают результаты исследований. Чумаков устанавливает контакт с Сейбиным. Между ними завязывается крепкая многолетняя дружба. Примечательно, что Чумаков при этом совершенно не владел английским языком. Но Сейбин – еврейский иммигрант из Белостока, бывшей территории Российской империи, и в какой-то мере сохранил владение русским. Первоначально Чумаков остановился на изучении уже применяемой вакцины Солка. Ему никто не препятствовал, тем более что Солк по этическим соображениям решил вакцину не патентовать. Технология была изучена и воспроизведена, однако советский ученый сомневался в ее эффективности на территории СССР. Ведь вакцина Солка была достаточно дорогой, так как в ней использовались дезактивированные вирусы, требовалась высокая дозировка инъекции. Были и другие проблемы. И тогда Сейбин, крайне заинтересованный в массовом испытании своей вакцины, предоставил ее образцы советским специалистам. В 1959-м СССР развернул массовую кампанию вакцинации. Для ее проведения требовалась эффективная медицинская служба и внушительный уровень медицинской промышленности. И все это в СССР было. Весь необходимый для кампании объем вакцины был изготовлен именно на территории Союза. Основным используемым препаратом стала именно вакцина Сейбина. Ее стали выпускать в форме конфет и дрожжей, чтобы прием вакцины был комфортным для детей. Никаких прививок. Звучит поразительно для наших дней, но массовую вакцинацию начали после довольно ограниченных испытаний. Фактически до 1959 года вакцины, созданные на основе присланных Сейбином образцов, были привиты лишь 20 тысяч человек. Это не миллионная выборка, на которой в США испытали вакцину Солка. И контрольной группы тоже не было. Более того, Минздрав СССР первоначально планировал проводить массовую вакцинацию в Союзе проверенной вакциной Солка. Но Чумаков и другие вирусологи были уверены в эффективности сейбиновской вакцины. По свидетельству сына Михаила Чумакова, Константина, его отец добился согласия на использование вакцины Сейбина, позвонив из чужого кабинета по телефону правительственной связи Анастасу Микояну, фактически второму лицу государства. Микоян, по словам сына, просто выслушал Чумакова, спросил, уверен ли тот, что вакцина хорошая, и сразу же велел начать массовый выпуск и применение. Вот такой вот медицинский менеджмент. Тогда сразу же в стране было вакцинировано более 77 миллионов человек в возрасте от 2 месяцев до 20 лет. То есть за несколько месяцев вакцину получили 35% населения СССР. При этом отказались от проведения экспериментов с плацебо и контрольными группами, просто немедленно приступили к массовой вакцинации. Часть населения, впрочем, получила вакцину Солка, также выпущенную в СССР, однако по результатам эта вакцина была признана советскими специалистами менее удачной. Вакцинация практически решила проблему полиомиелита в СССР. В 1961 году Министерство здравоохранения США признало вакцину Сейбина. В целом, она была признана более эффективным средством для борьбы с полиомиелитом во всем мире. А Советский Союз превратился в крупнейшего ее производителя и охотно поставлял ее в другие страны. Правда, не смог удержаться от того, чтобы объявить разработку американского ученого социалистическим достижением. Чумакова и Смородинцева назвали настоящими разработчиками окончательной версии вакцины. Чумакову даже пришлось оправдываться перед Сейбиным. А советские медицинские чиновники, когда дело доходило до открытых разбирательств, приносили официальные извинения. Но разбирательства об авторстве вакцины не мешали проводить массовую вакцинацию. С полиомиелитом боролись во всем мире. Возможно, сейчас эта борьба близка к завершающей стадии. Возможно, такой болезни больше и не будет никогда. В 2021 году в мире было зарегистрировано лишь 6 случаев заболевания полиомиелитом, причинами которого стали вирусы, по-прежнему циркулирующие в дикой природе. В 1988 году случаев было 350 тысяч. Некоторые специалисты полагают, что при таком уровне распространения проблему могут представлять как раз вакцины с живыми вирусами, которые в редких случаях дают осложнения и сохраняют в человеческой популяции ослабленные лабораторные вирусы, которые еще запросто могут и мутировать. Так что, возможно, следует перейти к какому-то варианту вакцины Солка из дезактивированных вирусов. Но так или иначе, вакцинация эта доказала свою эффективность. И огромную роль здесь сыграл масштабный эксперимент, проведенный под наблюдением советских ученых в СССР. Так, с помощью науки и сотрудничества между странами, ведущими холодную войну, была побеждена одна из самых страшных болезней, с которыми сталкивалось человечество. До завтра.